Бабушка однажды подобрала на улице странного щенка с седой шерстью, и через полгода ей стало не по себе. Собака росла с каждым днем и становилась все более похожей на волка. Все началось с того, что бабушка, прогуливаясь по парку, услышала в траве жалобное скуление. Она раздвинула заросли и обнаружила маленького щенка, который, казалось, едва мог двигаться от усталости и обезвоживания. Пожилая женщина была сильно удивлена. Щенок выглядел очень изможденно, и рядом не было ни одного хозяина. Она не смогла пройти мимо, забрала его с собой домой, напоила и накормила, решив оставить себе. У бабушки уже были 2 кота и овчарка на цепи, поэтому она думала, что маленький щенок не создаст ей больших хлопот. Через пару дней к ней приехал внук и, увидев нового питомца, тоже удивился. Они решили, что щенок, вероятно, сбежал и потерялся с туристической базы. Внук даже сходил туда, чтобы узнать у гостей о хозяине, но все постояльцы уже уехали. Бабушка решила не искать владельцев и оставила малыша себе. Шло время, и через несколько месяцев она заметила, что щенок растет с невероятной скоростью. Его шерсть становилась все более косматой и клочковатой, а размеры увеличивались с каждым днем. Через полгода бабушка схватилась за голову. Пес стал огромным и весело заваливал ее овчарку в игре. Она перепугалась не на шутку и уже начала думать, что подобрала волчонка. Внук снова приехал в гости, увидел, что происходит, и решил действовать. Он сел в машину с бабушкой и Серым, так они назвали пса, и помчались в ветеринарную клинику. На всякий случай, чтобы избежать неприятностей, псу надели намордник. Ветеринар тщательно осмотрел питомца и, смеясь, подшутил над бабушкой, мол, зачем ей дикий волчонок. Но на самом деле он сообщил, что это быстро растущий щенок ирландского волкодава. Специалист успокоил бабушку, сказав, что порода безобидная, но щенку нужно правильное воспитание и хорошее питание. Он был крепким и здоровым, прививки ему сделали, поэтому переживать не стоило. После этого бабушка немного подумала и решила не отказываться от своего нового друга. Внук пообещал помочь ей с воспитанием и записался на курсы кинологов. А уж откормить волкодава бабушка и сама сможет, ведь она всегда знала, как заботиться о своих питомцах. Теперь у них была новая общая цель – воспитать Серого в верного и дружелюбного спутника.